Здравствуйте, друзья! Сегодня вот хочу сделать насадочку и показать вам, как вот на бормашинку сделать полировальную насадочку. Вот магазинный, вот хочу вам показать. Вот он, полировальный кружок, надевается вот отрезной, он снимается, одевается такой полировальный, получается вот такой вот маленький. Ну вот будете полировать сюда, 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 он маловат, а больше не выпускают. А я хочу вот большую сделать полировальную насадочку. И вот сегодня покажу, как вот это можно сделать. Я хочу взять, отрезать кусочек кожи. Это вот сапог старый, кстати, итальянская кожа. Хорошая такая, мягенькая, и не тонкая, и не толстая. И прям удобно. Я уже делал уже насадки на наждак. Можете посмотреть по ссылке в описании. И вот намотаю на сверло, закреплю с помощью изоленты, и все. И буду пасту Гоя нанесу и буду шлифовать. И шлифанем, посмотрим, как все шлифуется. А принцип вот такой. То есть вставляю сверло. Оно нужно не обязательно сверло. Можно любую ровную такую вот шпилечку. Можно болтик взять. Но что-то болт неохота мне взять. Сверло оно твердое. Болт как бы мягкий, с резьбой еще. Вот возьму, зажму и намотаю. Вот сейчас примеряюсь. Беру сверло, вставляю. Вот примерно размер будет шарошки. То есть вот прям вот примерно вот такую сделаю, чуть поменьше. Ну вот возьму вот так. И сейчас отрежу. Отрезать буду не по диаметру сверла, а прям побольше и намотаю. Все, сейчас увидите. Вот оно сверло, вставил полностью. Примерно пометочку сделаю. Вот все. Достаю. Так, теперь посмотрим вращение. Обязательно вращение нужно глянуть бормашинки. Куда она будет вращаться. Да, вращается на меня. Получается принцип вот такой. Вот я намотал. То есть вот он будет идти. И вот получается вот такое вот у нас дело. Все. Все сделали. Вот оно принцип. Изолента. Все идет вот. Теперь зажимаем в патрон. Обороты, конечно, сильно большие давать не надо. Первая, вторая скорость, ну третья максимум. Больше не надо. Тут от 5000, от 6000 до 30. Затянули. Сейчас проверка. Скорость проверили. Первая скорость. Смотрим. Вот. Маленько, видите, вот она. Теперь что нужно сделать? Вот если сейчас будете работать, она будет вот таким вот образом. Видите, она прямо у меня. Она будет шлепать. А вот если сейчас мы ее обрежем под углом, вот таким вот образом, смотрите. То есть вот так вот на конус. Так вот раз. Она будет плавненько заходить вот в эту траекторию. Ее будет инерционно прижимать. И никакого хлопка не будет. Что мы и сделаем. Так, раз, обрезали. Все. И вот здесь вот кончик немножко подровняем. То же самое. Вот так. Раз. Все. Теперь она шлепать не будет. Сейчас будем полировать. Вот в такой вот баночке у меня паста Гои. Вот здесь вот керосинчик. Это специально для размягчения ее, чтобы она легонько наносилась, мягенько. Так вот ее макнем. Так. Несем на шарошечку. Можно включить. Я сделал кожей вверх. Таким вот образом нанесу. Можно и так, можно на оборотах. Но я, чтобы виднее было, вот я ее нанес. Вот видите, как рисует? Потому что керосином развел. И вот будем полировать. Беру и поехали.
Можно маслицу на ножик добавить. Сухую как бы тоже не очень хорошо полирует. Возьмем масло. Можно в сухую, но в сухую хуже она идет. Но она в принципе разведенная керосином. Несколько капелек масла. Это обязательно. Можно ВДшки, можно обычного, любое индустриальное масло. Хотите, можно подсолнечное, но нежелательно, оно сгорит быстро. И начинаем. Сильно не давите. Видите, у меня весь ножик захватывает она. То есть вот, я одним проходом иду весь. Вот мы посмотрели, все работает, друзья. Блеск, видите? Его еще помыть немножко, если с мыльцем блестеть будет. Это можете наделать вот таких вот шарошек. Допустим, наждачку намотать разного зерна. Допустим, на сверло намотали. И все, и меняйте просто. В патрон вставляйте и все. Потому что с бурмашинками продается обычно 1-2 насадочки. Это постоянно эти маленькие винтики. То есть вот такое вот дело. Вот это вот постоянно перекручивать. Вот эту открутил. Вот эту одел. Потому что их всего 2. Наждачку потом какую-нибудь вот такую вот. Они. Ну тут вот 2 штуки. Их всего 2 в комплекте продавалось. Это надо еще комплект докупать. И вот меняй постоянно вот это все дело. Туда-сюда, туда-сюда. А тут наделал их штук 5-6. Там разного зерна. 40-е для грубой шлифовки, допустим. 80-е там. 120-е, 240-е. 800-е, 1200. Все. И потом вот под полировку. Все, и все готово. Если кожу сделать замшей, то можно что-нибудь, мягкие материалы полировать. Пластмассу можно полировать. Твердых материалов берем кожу, вот твердую часть. Спасибо за внимание. До свидания. Подписывайтесь на канал.